Дорогие друзья, приглашаю вас связать очень простой, в то же время красивый, интересный вот такой шнур, тесьму, ленту. Вяжется просто, смотрится очень красиво и интересно, с бусинками. Бусинки я в этом случае использовала яркие, разноцветные. Тесьма у меня, видите, двусторонняя. Можно использовать для создания браслетика. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать эту тесьму, что у вас получилось. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. И обязательно пишите комменты и ставьте лайки. И давайте начнем нашу работу. Вязать вот такую красоту. Для работы я использую крючок номер 2. Пряжа у меня полухлопок, 160 метров, 50 граммах и бусинки. Более подробная информация о бусинах под видео в описании. А хочу обратить ваше внимание, что перед началом работы я бусины нанизываю на рабочую нить. Начинаем выполнение нашего шнура с одной воздушной петли. И я ее затягиваю. Это у меня получился узелочек, петля будет не рабочая. Далее я выполняю еще одну воздушную петелечку, куда очень внимательно, смотрите, буду провязывать пышный столбик. Далее я выполняю 3 воздушные петли с бусинками. Я подтягиваю 3 бусинки, мне сейчас понадобятся именно 3. И буду выполнять воздушные петли с бусинками. Смотрите, очень внимательно. Подтянула одну бусину, захватываю рабочую нить за бусиной и провязываю воздушную петлю. Внимательно, высота воздушной петли должна равняться высоте бусины. Иначе у вас затянется очень сильно и будет некрасиво. Затянется именно цепочка из воздушных петель. Выполнила. Теперь я вытягиваю немножечко мою воздушную, точнее рабочую петлю, захватываю за бусиной и выполняю вторую воздушную петлю с бусиной. Видите, да, опять же, воздушная петля равна высоте бусины. Вытягиваю, подтягиваю еще одну бусинку, захватываю и воздушную петелечку выполнила. Далее я работу разворачиваю, выполняю накид на крючок, и теперь в ту петлю, о которой я говорила, она у меня свободная, я буду выполнять пышный столбик. Пышный столбик я буду выполнять на 5 натяжек, завершенный в 2 приема. Как я это делаю? Смотрите, вытягиваю первую натяжку. Натяжка — это у меня накид и вытянутая петля. Придерживаю пальчиком. И так я буду делать 5 раз. Первый раз готов. Далее второй, третий, четвертый и последний, 5. Я придерживаю пальчиком. Все натяжечки у меня готовы. Теперь смотрите, я захватываю нить и провязываю все петли на крючке, кроме последней. И далее 2 петли вместе. Мой пышный столбик завершен в 2 приема. Все, мой первый сегментик готов. Очень часто спрашивают, сколько бусинок надо. Смотрите, в этом случае на сегмент нужно 3 бусины. Я не могу сказать, сколько вам сегментиков нужно. Вы будете уже отталкиваться от того количества сегментов, которое у вас будет в вашей ленте, тесьме или шнуре. Далее продолжаем. Я вытягиваю немножко мою петлю, захватываю за бусиной, и первая воздушная. Далее вторая воздушная и третья воздушная. Все у меня воздушные с бусинкой, вяжутся одинаково и достаточно просто. Видите, высота петли равна высоте бусинки. У вас могут бусинки меньше быть, больше, но вы делаете высоту петли на высоту вашей бусины. Я работу разворачиваю. Накид на крючок, и теперь смотрите, везде в дальнейшем я ввожу крючок между пышным столбиком и цепочкой из воздушных петель.
И выполняю натяжки. 1, 2, 3. Бусинки мне пока не нужны. 4 и 5. Выполнила 5 натяжечек, захватываю рабочую нить, провязываю и теперь 2 петли на крючке. В дальнейшем я все повторяю точно так же. Давайте выполним еще один сегментик. Все на самом деле очень просто, и у вас получится очень красивый, яркий, интересный шнур или тесьма. Опять же захватываю воздушное. 1, 2 и 3. Выполнили. Разворачиваю. Накид. Между пышным столбиком и моими воздушными вот арочкой, да, вот арочка, видите, из воздушных. И выполняем 1. Опять же оттяну немножко бусинки, они мне не нужны. Считаю 1, 2. Придерживаю пальчиком. 3, 4, 5. Старайтесь, чтобы высота ваших всех петелечек была одинаковой. Далее все петли, кроме последней, и 2 вместе подтягиваем. Следующий сегментик готов. Так мы с вами выполняем на необходимую нам длину. Все очень-очень просто. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такую красоту, яркий, интересный, в то же время очень простой шнур. Шнур или тесьма вяжется очень просто, смотрится интересно. Можете использовать в качестве украшения. Можете выбрать любую пряжу, которая вам нравится. Бусинки можете подобрать. Вот у меня разноцветная, вы можете подобрать одного цвета. Поэкспериментируйте. Вязание — это всегда эксперимент. Я вас призываю всегда экспериментировать. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы использовали. И не забывайте ставить лайки. Конечно же, кто не подписался еще на мой канал, подписывайтесь, делитесь видео. До новых встреч и творческих вам успехов! Ваше 225, дубль 4, последний снято чисто.